Раз, два, три. В общем, будет две части у всего выступления. Сначала музыкальная, потом лекционная. И это такой намеренный шаг, чтобы держать вас в таком легком недоумении или недопонимании того, что происходит. То есть все, что я могу сказать, это то, что я написал приложение, которое переводит любой файл, его бинарный код внутри в звук. То есть можно любой файл, вне зависимости от формата, перевести в звук. И как-то что-то с этим сделать, чтобы это было как-то интересно. Я думаю, что в музыкальном плане я вас сильно не удивлю, учитывая, что есть такие термины, как там ambient или IDM, смысл которых я уже плохо понимаю. Но я думаю, что в экспериментальной музыке нас все чаще интересует скорее не сами звуки, а обстоятельства их порождения. Вот. Собственно, об обстоятельствах позднее. Сейчас скорее просто как-то все звучит. Прозвучит 4 композиции или пьесы, как угодно. Значит, первая будет пьеса для любой фотографии горы Фудзи или вида на гору Фудзи, как угодно. Вторая, третья это будет для текстового файла с 4 единицами, просто текстовый файл, в котором 4 единицы. И четвертое это будет для приложения Huawei App Market для операционной системы Android. Вот. Но это пока не так важно. Вот. Наверное, это все, что пока надо сказать. Вот. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вам будет интересно. Попробуем начать. Еще одно уточнение. Играть я буду по так называемым партитурам. Здесь важно понимать, что всего, что вы услышите, есть текст. Вот.
Это раз. Мы забыли поставить на запись, спасибо.
Да, да. Сейчас будут они же, но совсем иначе. Тут будут пожестче.
Сейчас будет вот такой файл. Приложение Huawei App Market. А что до этого было? 4 единицы тоже. Там вторая и третья для одного и того же файла. Так, сейчас будет сделано следующее. Типографика в чистом виде. Motion. Фонетически. Спасибо. Окей. Так, в общем, я повторю то, что музыкальная часть намеренно была перед лекционной, чтобы вы были в некоторой степени недопонимания, что происходит, чтобы больше сконцентрироваться именно на какой-то музыкальной, звуковой части. Потому что если концептуально что-то еще объяснять, то это как бы может добавить каких-то, не знаю, очков, которые тут пока не важны. Вот. То есть мне очень хотелось бы, чтобы этот инструмент имел какой-то музыкальный смысл, а не только концептуальный какой-то там. Я попробую объяснить, что это вообще было. Придется начать чуть-чуть издалека, с такой мысли, что во всей музыке, кроме вокала, музыканту нужен внешнетехнический объект, инструмент. Если так подумать, вся музыка, по сути, делится на вокал и все остальное. Потому что в случае с вокалом ты как бы и есть инструмент. А во всех остальных случаях музыканту требуется техника какая-то. То есть какой-то объект, который кем-то был создан, может быть им самим, может быть промышленностью, может быть корпорациями какими-то, может быть энтузиастами. Но так или иначе музыкант зависит от производителей инструментов и от их технической эволюции и так далее. То есть, понятно, что многие... В смысле? Да. Ну, то есть, в принципе, можно и так сказать, да, что это, да. Ну, в целом, меня просто удивило то, что если изучать, как подходит к музыке в какой-нибудь консерватории, то там есть отдельно как бы вокал, а есть отдельно инструменталисты, так называемые. И дирижер тоже есть, типа хоровой,
и вот остальное. И очень, мне кажется, важный вот этот критерий, то есть ты зависишь от какой-то внешнего технического объекта, или ты как бы сам есть. В принципе, хлопанье в ладоши — то же самое, что вокал, можно сказать, потому что тебе ничего не нужно, ты как бы есть инструмент. При этом понятно, что на очень разных инструментах можно сыграть одну и ту же так называемую ноту. Да, то есть там на скрипке, там на фортепиано везде есть ноты. Но если говорить о более конвенциональной музыке, везде есть ноты, и на разных инструментах их можно сыграть. Но при этом мы очень четко всегда, конечно, отличаем, где звучит один инструмент, где другой, через тембр. Вот у слова тембр как бы не очень есть какие-то внятные определения на самом деле, но я это объясняю так, что, по сути, нота — это просто частота звука. У нас есть физический инструмент, если, например, он еще акустический, то он состоит из деталей, он состоит, там, не знаю, из металла, дерева и так далее. И, по сути, когда эта частота издается, весь инструмент дребезжит, грубо говоря. Да? Как-то по-разному внутри него происходит много разных каких-то не совсем контролируемых процессов, которые проявляют себя как еще одни звуки. И вот эта вся совокупность и сумма — это и есть тембр, который, в общем, ценится. Какой-нибудь там мастер скрипок, он ценится тем, что он делает инструмент именно таким образом, и он имеет именно такие нюансы тембра. И как бы в каком-то смысле тембр — это вот весь тот, грубо говоря, мусор, который образуется вокруг ноты, вокруг частоты. И частота, по сути, это просто некий входной импульс, который порождает внутри какой-то элемент хаоса или какого-то неопределенности, или что-то такое. Много всего внутри. И если говорить про инструменты, которые зависят от электричества, то они бывают аналоговые и цифровые. И есть как бы большой такой спор про аналоговое и цифровое в целом. Он, наверное, всем более-менее известен, но вкратце как бы он заключается в том, что в каждом резисторе бездна, то есть если у тебя аналоговый инструмент, ты просто пропускаешь электричество через какие-то компоненты. И по сути у тебя в руках стихия, которой ты как бы пытаешься управлять. И это очень ценится, потому что аналоговые инструменты часто могут вести себя вообще непредсказуемо. Если вы знаете, есть такой инструмент Polyvox, который очень в последнее время стал тоже цениться и дорого стоить. Это советский синтезатор, который был сделан из военных каких-то там запчастей в 90-х. И его музыканты очень ценят, потому что он неуправляемый, потому что он очень в каком-то смысле плохо работает. И вообще в целом все аналоговые инструменты, они зависят там, чуть ли не от колебаний напряжения в розетке, от температуры, от какого-то возраста и так далее. И это как бы скорее не баг, а как бы фича, что именно это порождает какую-то глубину во всем этом, какие-то сложные тембры из этой всей взаимосвязи. Но если мы говорим о цифровых каких-то, о цифровом синтезе, то есть где у нас присутствует компьютер, и у нас все работает очень квадратно-прямоугольно, то там становится очень быстро очевидно, что цифровой синтез, вообще компьютерная музыка, она звучит обычно более стерильно, так как это беззубое там, и так далее. И по сути все цифровые синтезаторы, они пытаются найти источник хаоса, найти источник энтропии, который бы мог разнообразить и обогатить тембр, сделать его более как бы живым и интересным, менее там, не знаю, роботизированным там, и так далее. И то есть я тут как бы защищаю тезис о том, что очень важно в цифровом как бы синтезе найти источник хаоса, что именно хаос — это то, что как бы делает звук более, не знаю, слушабельным, интересным, драматургичным, что ли, я не знаю, и так далее. Вот. И, собственно, один из способов, как можно этот источник хаоса добыть, это есть такой термин дата-бендинг. Он, если это слово английское ввести в Гугле по картинкам, то вы там увидите очень много гличевых каких-то фотографий. И вкратце смысл в том, что мы берем просто какую-нибудь картинку обычную и открываем ее в текстовом редакторе, в текстовом картинку. И там на нас высыпается какая-то огромная куча какой-то галиматьи, мы туда вносим точечно какие-то изменения, и у нас что-то происходит. Это делают и с видео, и с фото, и так далее. Вот глич-культура, есть эстетика ошибки. То есть, по сути, дата-бендинг — это манипулирование файлами, не предназначенной для этого программы. И частным случаем дата-бендинга является сонификация.
это, по сути, использование незвуковых данных, перевод их в звук. И тут как бы я не могу не вспомнить предыдущие свои как бы вещи. Я, кстати, не знаю, она сейчас вообще зазвучит или нет. Но, в общем, я делал такую штуку под названием «Оркестр общественного транспорта», где просто из интернета берутся данные о движении всяких автобусов, трамваев, троллейбусов и так далее. И в зависимости от скорости генерируется тон. То есть чем быстрее едет, тем выше тон. И из этого делается композиция. Правда, не знаю, у меня сейчас что-то работает или нет. Там... нет, это не то. Это я вам попозже покажу. Там пока отключен сайтик. Да, и там, по сути, просто как бы движение транспорта — это есть источник хаоса, который используется в данном случае для построения как бы композиций, то есть на таком макроуровне. И как бы на первый взгляд это действительно кажется хаосом, но с другой стороны, по сути говоря, мы просто принудительно подменяем педали газа и тормоза у водителей на ручки управления синтезатором, который выглядит как веб-сайт. То есть все эти люди, которые там что-то нажимают, они управляют, что-то он не хочет работать. Мускул, но что-то он не хочет работать. Ладно. Потому что он отключает весь сайт сразу. Сейчас, извиняюсь. Да, тут надо перезагрузить, а эту включить. Там тоже своего рода эмбитные какие-то вещи. Вот. Ну, то есть суть в том, что у нас есть что-то где-то там в каком-то городе происходящее, у нас есть подробнейшая бюрократия того, кто, когда, что сделал. И как бы, с одной стороны, это выглядит издалека как абсолютно хаотичное движение, с другой стороны, у этого всего есть расписание, за этим всем стоят конкретные люди, которые вот прямо сейчас понятия не имеют, что, мы, как бы, что они управляют чем-то еще, помимо транспорта. Вот это такой как бы, пример того, как можно использовать в музыке хаос. Вот я другой еще покажу пример. Раз у нас школа синтеза и все такое, очень важный такой эффект, что если мы сразу воспроизводим много звуков, то у нас всегда как бы эмерджентно, то есть изменяется их восприятие. И если сыграть сразу, это уже у нас город Краснодар, если сыграть сразу много всего, то это будет похоже на грохот, ближе к грохоту. Здесь кластер, пользуясь терминами Ксенакиса, играет кластер тонов, тут 48-тоновая система, то есть не 12 нот в октаве, а 48, и здесь все законтролировано, здесь все посчитано, и это в целом даже у этого всего есть очень строгие правила. Но при этом в своей совокупности мы слышим какое-то единое, как бы нечто, сливающееся в, не знаю, просто там в грохот или в какой-то звук, или в какую-то тональность и так далее. И как бы надо иметь в виду, что при определенном количестве источников звука у нас все сливается в некую как бы общую картинку. Вот. И это вот, собственно, сонификация и, то есть, попытка найти источник хаоса для музыки. Вот. Собственно, про сонификацию вы, наверное, все слышали такой плейлист от NASA. Про этого парня мы позже поговорим. Это тоже попозже. В общем, помните, такой был плейлист «Звуки планет» или что-то такое. То есть это сонификация. Просто взяли электромагнитные волны и перевели их в звук. И на самом деле, то есть самый прагматичный пример сонификации — это счетчик Гейгера. То есть у вас есть какой-то уровень радиации, вы переводите его в звук, и таким образом можете не в экран смотреть, а через как бы ушами воспринимать какую-то ситуацию вокруг себя. Вот. Но это такие прагматичные как бы примеры. Мы же говорим о сонификации в каких-то, прости господи, художественных целях. Вот, собственно, подбираясь уже, наконец, к сути. Вот в этой вот в монофолио там звучала такая фраза «подготовленный найденный файл». То есть вот в одном предложении я сделал программу, которая переводит любые файлы в звук. Все файлы на компьютере — это просто набор нулей и единиц.
по сути, тексты, у которых в алфавите 2 буквы, 0 и 1. И в целом, когда мы смотрим на файлы таким образом, они все одинаковые. То есть там мы как бы уничтожаем смысл всех этих файлов, когда мы смотрим на них под таким микроскопом. То есть там нет больше MP3, нет больше там док, видео, там еще чего-то. Это все просто сливается в какое-то полотно 0 и единицы, никакого смысла не имеет. То есть мы как бы лишаем файлы сути, смотря на них так близко. И здесь как бы важно понимать, что в этом инструменте, который я сделал, очень важно, как мы с ним обращаемся. То есть мы можем просто найти файл, как бы сделать ready-made и не трогать его вообще. То есть на нас высыпаются 0 и единицы, и все. И мы никак к этому не прикасаемся, и просто смотрим за какой-то стихией вот этой энтропии, и все. А можем этот файл как-то обработать, или, например, удалить какие-то куски и подготовить его, то есть в него как бы вторгнуться. И это вот очень такой важный, по сути, жест. То есть ты готовишь файлы или ты их используешь как есть. То есть я сыграл 4 вещи. Первая была пьеса для любой фотографии горы Фудзи. Я могу показать эту фотографию, она у меня где-то тут есть. Ну, вообще, если вы введете вид на гору Фудзи в Гугле, вы увидите огромное множество как бы фотографий, которые, по сути, про один объект с разных ракурсов. И вокруг этого есть какая-то философия там, и так далее, и все такое. И то есть вот эта композиция, она называется «Для любой фотографии», потому что то есть в целом у нас есть текст, у нас есть партитура, у нас есть система правил каких-то, но на самом деле, даже если 2 раза подряд сделать какой-то снимок, то с точки зрения 0 единиц там всегда будет чуть иначе. И как именно, мы не знаем. То есть с точки зрения как бы человека мы видим то же самое, но вообще вот под микроскопом оно совсем другое. И по сути я своей как бы программе предлагаю в качестве источника хаоса использовать файлы. То есть мы не можем разобраться в этих нулях и единицах, мы просто щелкаем, открываем, и на нас что-то высыпается, и мы как бы можем сделать вид, что мы это контролируем, и как-то это используем в других каких-то смыслах, наполняя какой-то новой сутью, которая там как бы изначально не присутствовала. Вторая и третья, они использовали один и тот же файл, просто текстовый файл, в котором просто вбито 4 единицы, 4 символа единицы. То есть ASCII коды, то есть это именно как буква. И мы можем, по сути говоря, это очень маленький файл, в нем очень мало байт, но то есть я его сделал с нуля, то есть это подготовленный файл, придуманный, но сыграл 2 композиции, очень разные по всем параметрам, но это все берется, добывается из одного и того же крохотного, очень простого как бы файла. А 4-е — это большое приложение там, и так далее, но там важно, что я не прикасаюсь к этому всему. То есть у 4-й композиции есть партитура, которая состоит только из нажатия на Enter. И все. Все, что нужно сделать, запустить эту систему и уйти. И это очень важно, потому что в свое время был вот такой парень, я не имею права как бы не упомянуть его, Арсений Михайлович Авраамов, который в начале 20 века, можно сказать, придумал то, что называется индастриал, или там, шумовую музыку и так далее. Он много чего хотел сделать. Известен больше всего тем, что придумал симфонию гудков. То есть, по всей видимости, сразу после революции в нашей стране были такие 90-е, лет 10-15, и можно было сделать все, что угодно, и уболтать государство на какую-то странную авантюру. И вот в Баку в 23-м году и в Москве в 24-м, то есть в прошлом году было столетие этой композиции, он взял весь город, расставил там какие-то пароходы, каких-то рабочих, какие-то хоры, и они в определенное время что-то издавали, какие-то звуки. И, то есть это огромная пространственная композиция из каких-то промышленных вещей, очень как бы в цвет той эпохи, да, индустриализации и так далее, понятно, почему это было сделано. Но это было все как бы официально там, в день Октябрьской революции и так далее. Вот. Он предлагал микротональную музыку в свое время, он много чего делал. И у него была фраза про безисполнительскую музыку,
так как он жил во времена, когда не было компьютера и ничего такого, он писал такую вещь, что типа мечтал о безисполнительной музыке и механических оркестрах, где исполнители бы отсутствовали, чтобы убрать их интерпретирующую роль. Великим счастьем для человечества будет изобретение совершенного способа механической фиксации творческой мысли. Нетрудно себе представить случай полной автоматизации исполнения, если только авторы сумеют достаточно точно фиксировать свои творческие замыслы. Обыкновенное нотописание здесь, конечно, станет непригодным. То есть век назад, по сути, человек что-то такое представлял, что можно сделать полностью автоматизированное выступление. Причем, обратите внимание, что вот эта четвертая вещь, которая на весь экран была с цифрами, это не запись, это не воспроизведение какого-то там файла MP3 или чего-то такого. Это именно в прямом эфире, то, что называется Live Electronics, компьютер с нуля по тексту этих нулей единиц, согласно какому-то алгоритму, который, я могу даже сказать, генерирует волны, выдумывает их, по сути говоря. И вот этот вот процесс, он, конечно, возможен только потому, что у нас достаточно развитый компьютер, чтобы довольно быстро это все делать. Но это такой, это очень символически важно, короче говоря, что все, что нужно сделать, это только притронуться как бы к компьютеру, запустить этот процесс, и он сам начинается, развивается и заканчивается. При всем при том, что как бы файлы, я как бы говорю, что они, по сути, кусок хаоса, который мы не контролируем, не знаем, что там внутри, очень как бы важно, что есть тексты. Вот, вы можете потом посмотреть. Тут то же самое, что на вот этих вот монофолио, просто перечисление действий, которые нужно сделать. И это, как сказать, такое заигрывание как бы с тем, что у нас есть некий кусок энтропии, но при этом мы пытаемся сделать вид, или, может быть, у нас даже получается, его как бы контролировать или управлять им. У нас есть даже текст, и это можно даже воспроизвести. То есть я могу сыграть то же самое, оно будет звучать так же, примерно, там, и так далее. А последнее будет точно так же звучать, потому что там не вмешивается музыкант. Вот. И это такая очень важная здесь вещь, связанная со всем этим самым. Теперь я попробую все-таки рассказать про саму разработку, наконец-таки, да? Можно попробовать только где ее взять. На самом деле это просто сайт. Что такое веб-сайт сейчас, я, как человек, который этим занимается, совершенно не понимаю. Потому что сейчас вот это вкладки в браузере — это очень мощные, страшные вещи, которые очень много умеют делать. bs.странно.su, вы можете зайти, у вас это откроется. Это полностью, то есть инструмент, который полностью работает в браузере, ему ничего больше не надо. Более того, можно правой клавишей нажать, сделать «Сохранить как», и у вас этот инструмент скачается в виде HTML-файла на компьютер. И он будет полностью работать офлайн, без интернета. То есть это один HTML-файл с кучей JavaScript-кода, но так или иначе это очень важно, так как это open source, у этого есть репозиторий, и можно посмотреть, как это работает. Очень главное преимущество создания инструмента вот таким вот образом через интернет — это дистрибуция. То, что ты делаешь музыканта, конечно, зависимым все равно от разработчика, но, по крайней мере, тебе не нужно покупать ничего, идти в магазин, быть зависимым от какой-нибудь там, не знаю, политической обстановки, в которой в магазинах есть наличие каких-то инструментов. Это бесплатно, тебе нужен только компьютер, и это очень важное сокращение как бы доступа к музыкантам, грубо говоря, что у тебя есть инструмент сразу, и файлов у тебя на компьютере полно, и ты можешь сразу приступать и что-то с ними делать. И это вот крайне, это очень важная, такая волшебная просто вещь, что у тебя программа запускается просто ты вводишь просто URL-адрес, и она работает. И это очень-очень круто. Собственно, как это работает? То есть мы берем, не знаю, любой файл, какой-нибудь там MP4, допустим, он туда грузится, и это просто выглядит таким образом, что у нас есть левая часть, в которой у нас есть панель управления, грубо говоря, а тут просто отображаются как бы само его содержимое. Да? Если там что-то нажать, не знаю, что там будет, то оно звучит достаточно примитивно. Вот. И вообще говоря, если сделать это очень медленно, вы поймете, что принцип там просто смешного. Мы просто делим сплошные нули единицы на слова по 8 символов или по 16, и их переводим в частоту в герцах. И по очереди их читаем. И у нас есть как бы скорость, с
с которой мы это читаем. Либо 2 байта. Да, вот у нас есть либо 256 комбинаций. С нуля, смотри, там есть... тут есть диапазон частот, откуда до куда мы берем. У нас есть там от, допустим, 50 до 156. Ну, если просто объяснить, то есть сделать вот так, от 0 до 256, то каждому как бы комбинации 0 единиц будет соответствовать 0 Гц, 1 Гц, 2 Гц и так далее. Просто пропорционально. Да. Там есть формула, я могу ее показать, но она просто элементарная. То есть ты соотносишь это все. Соответственно, вот это 8-16 это или байт, или слово. Да. То есть если ввести 16 и перезапустить, то вот оно подлиннее. Чисто синусоиды, да? Да, это здесь используется, короче говоря, осциллятор, то есть он может быть синусоидальный, может быть сквер, может быть треугольный там, и так далее, стандартная как бы вещь. Там есть low-pass фильтр, есть LFO. Элементарно, короче, все, кто там увлекаются чуть там синтезом звука, это просто смешная как бы вещь и очень простой принцип, то есть элементарный набор каких-то узлов, через которые вот проходят эти все герцы, и в целом оно бы таким неинтересным как бы и оставалось бы, если бы нельзя было увеличивать как бы скорость у этого всего. Потому что, как я вот до этого показывал, если что-то очень быстро делать, то оно может формировать какой-то новый какой-то звук. Но это надо искать, потому что это рандомно. Сейчас я файл взял. Сейчас будет повыше. Но это надо, опять же, искать, чтобы что-то в этом интересно найти. Вот я вот таким вот макаром провел очень много времени, чтобы найти, вот чтобы то, что вы до этого услышали, звучало не вот так, а так, как сделал я. И поэтому мне было важно не дать вам возможность понять, что происходит, чтобы вы именно на музыке сконцентрировались. И ее критиковали, музыку. Ambient, там, не ambient и так далее. Вот это очень важно. И очень важно, что во всем там дата-бендинге, сонификации, вот во всех этих художественных проектах, которые используют эти методы, часто останавливаются на самом факте перевода. Что вот мы перевели, вот мы там технологии, посмотрите, как круто. Но на самом деле это просто как, не знаю, кисти краски, это просто метод. И очень важно, что ты имеешь в виду после этого. Да, то есть можно ли все-таки сделать не вот так, просто набор какого-то шума, а все-таки какую-то композицию, у которой есть партитура, драматургия, последовательность действий, которая как-то, я надеюсь, вменяемо звучит, у которой есть какое-то растекание и движение. Вот это было очень важно. И поэтому я вот это все объясняю только сейчас, чтобы это просто звучало, ну, там, на ambient, что-то. Вот, потому что, это надо настраивать это все дело, чтобы оно звучало интересно, потому что в основном там будет вот такое. Там будет вот такое, это можно быстро сделать, можно медленно сделать, можно сократить фрагмент, который мы хотим, можно сделать очень маленьким, например. И здесь у нас уже возникают какие-то штуки чуть-чуть больше интересные. И причем здесь есть такая штука, очень важная, под названием гранулярный синтез. Я не смогу уже показать этот график. Гранулярный синтез — это когда мы просто берем звук, расщепляем его на маленькие кусочки и с этими кусочками что-то делаем. Как бы высыпаем их на слушателей, как-то их там рекомбинируем, там, что с ними делаем и так далее. И здесь есть такой... неужели не смогу открыть эту штуку? Смогу, вот это страшная вещь. Есть такая очень интересная, занятная штука про звук, связанная с тем, что звуку, чтобы состояться, нужно некоторое время. То есть, по сути, любая нота — это частота. Частота — это количество повторений за секунду. Соответственно, у нас есть какой-то период, то есть некий вот фрагмент, сколько нужно времени, чтобы один раз всколыхнуться, чтобы это всколыхание потом повторялось и нами воспринималось как звук, собственно, какой-то. И здесь показана такая вещь, что, допустим, у нас есть там две, как сейчас звучит, две команды, то есть я вот оставил тут две, одна и вторая. Они настолько быстро как бы звучат, что он даже не успевает отрисовать это все нормально. Вот. И они разные команды, у них есть разные частоты, они очень быстро повторяются, и мы слышим как
будто что-то чуть другое. Потому что у нас, грубо говоря, есть какая-то частота 1, которая там успевает сколько-то раз колыхнуться, есть частота другая, которая успевает сколько-то раз колыхнуться, и есть время на одну команду, скорость чтения, то есть сколько времени дается, чтобы успеть синтезировать звук. И если эта скорость как бы меньше, чем скорость волны, то есть ее длина волны, то волна не успевает полностью как бы состояться, от нее остается кусочек, который называется wavelet, по сути всплеск. То есть мы можем, то есть у нас есть волна, которая один раз успевает состояться, второй раз, потом от нее такой кусок остается. Мы переходим к следующей волне, которая тоже не успевает, у нее только один горб, а нижний не успевает. Мы это по кругу вращаем, и у нас возникает очень быстро, по сути, новый тембр. То есть вот это вот все объединяется в некий новый рисунок, который много раз повторяется, у нас возникает новое ощущение какое-то звуковое. Это вот очень важно. И, по сути говоря, мы здесь оперируем как бы кусочками звуков, которые там остаются, и они у нас возникают, делают нам новое ощущение какого-то звука. То есть, если мы еще быстрее, у нас выше частота. Если медленнее, то так. Если так, то где-то в басу. И здесь, конечно, очень важно, что у нас есть метафора вкладки, потому что инструмент, он очень примитивный, и вы могли заметить, что во многих вещах было много вкладок. Я между ними перемещался, и они играли в какой-то комбинации, либо одновременно и так далее. И что если несколько вот таких вот вещей одновременно завести, то там это все еще становится хитрее и интереснее. И вот это вот, по сути, главный прием. То есть мне казалось интересным намеренно оставить инструмент очень простым и тривиальным, чтобы именно больше открывать вкладок параллельно, вместе, и вот этим всем хаосом пытаться как-то управлять. Вот. Не знаю, что тут можно еще про эту штуку рассказать. Что хочешь. Вот если вот эти герцы, я могу взять, здесь сделать не диапазон, а вообще вот так вот. Потолок 24 тысячи тут, но мы там как бы не слышим особо. Можно сделать 0, это в зависимости от акустической системы, потянет оно или нет. Но если играть несколько вкладок сразу, даже если там будут неслышимые какие-то диапазоны, типа там 5 Гц, то оно влияет на звук все равно. То есть оно как-то... Да, то есть там начинается вообще что-то очень непонятное. То есть до конца понять, как оно как бы компьютером внутри суммируется вот в эту вот новую какую-то сумму, достаточно сложно. Вот. И поэтому там важно несколько вкладок использовать, чтобы оно как бы именно вот сливалось в какую-то новую вещь. А так частотами можно управлять. Вот. И тут вот у нас присутствует UX-дизайнер. Вот я могу рассказать про такую вещь, что если у любого инструмента как бы нормального есть всегда физические какие-то кнопки или какие-то вещи, что можно это потрогать и как-то покрутить. А в случае с компьютером у нас есть только клавиатура и мышь. Мы можем там обложиться какими-то еще контроллерами, но мне хотелось придумать, как можно было бы этим управлять, обойдясь клавиатурой и мышью. Вот. И тут я придумал такую вещь, это называю интерактив input. Я сейчас положу микрофон. Ну, в общем, где мышь-то? Отключена. Что у многих этих вот вводов есть клавиатурное сокращение. Если зажать эту клавишу, то у нас сразу наводится там фокус туда. И если зажать эту клавишу и поводить мышью, то мы можем изменять значение. То есть вот я вожу мышью. И все. При этом там возникает беда в том, что есть величины, которые нужно быстро изменять, а есть величины, которые очень медленно нужно изменять. Там, например, 100-ую какую-нибудь долю надо изменить, где-то 1000. Как менять, как этим управлять быстрее? Я придумал множитель. То есть мы нажимаем либо Shift, либо Ctrl и можем то, что мы изменяем, умножить на 10, 100, 1000 или на 0,1, это самое, меньше. То есть я нажимаю, допустим, Shift, и там не видно, но в углу появляется вот x10, x100, x1000. И мы тогда маленьким движением руки можем резко увеличивать значение очень быстро. Вот. А если сделать контролом,
то можно управлять вон, тысячными там, долями, то есть очень тонко. Вот. И это все. Вот, Извини, конечно, но то, что множитель появляется в углу экрана, когда ты смотришь на панельку, это не дорого. Ну, слушай, не знаю, я как-то вот... То есть вот тут у меня был уникальный... Я вот посмотрел, не, на самом деле понятно, мы с тобой говорили про эту штуку, я бы вообще, на самом деле, интереснее было бы что заснять, когда ты работаешь за этим, именно за вот этой штукой. Вот это мне бы что-то сказала, я имею в виду, как... Ну, видишь, у меня просто был уникальный опыт, когда ты разрабатываешь и используешь то, что Да, я делаешь, и понимаю, ты ты быстро всё. понимаешь, какую-то чушь можешь напрограммировать, совершенно не юзабельную. И это очень быстро становится понятно. То есть ты что-то придумал, крутое сделал, и потом ты пытаешься... Вот. И вот эта штука с множителем пока, мне кажется, вполне нормальная, потому что обычно в игре нужно нажимать там 1, максимум 2 раза. И в целом ты помнишь же, сколько ты раз нажал, и тебе, в принципе, не важно отображение от этого вот x10, x100, ты просто помнишь, что, ну вот один раз shift и поводил, сколько тебе надо. Вот, поэтому в целом, как бы, а где еще отображать? Ну, там, по центру. В целом, даже можно это и убрать, но, мне кажется, в углу там как бы достаточно. Да. То есть тут у всех полей есть какие-то клавиатурные сокращения и все такое. Не знаю, что я могу еще рассказать. Может, есть какие-то вопросы, не знаю. Вот тут, наверное, не видно. Тут вот сереньким там S, G и так далее. То есть ты нажимаешь S, и вот он выделяется. И все такое. Как ты их добавил, чтобы они все рядом? Вот все рядом в правой части экрана. Ну, если у тебя мышь для правши, значит, у тебя левая рука свободна, клавиатура у тебя под левую руку удобнее, чтобы оно было где-нибудь, чтобы ты мог сильно не смотреть, где-нибудь в одном месте, чтобы так это сам. Ну, я приноровился, в целом, как бы понятно, где там что располагается. Вот. На гитхабе есть исходный код, если кто-то тут в этом всем разбирается. Это open source, можно копировать, улучшать, дополнять, модифицировать, вносить правки. Величайшее изобретение человечества, open source. Крайне рекомендую разобраться с тем, что это такое и как это работает. Если вы не согласны с тем, как я вижу такой инструмент, вы можете собственно, сделать форк и сделать это самое по-своему. По-моему, я сказал, в принципе, все, что хотел. Я хотел сказать, что на репозитории есть отличное руководство, очень полное, со стратегиями использования. Да. Там на 2 языках. Ну вот, то есть есть и краткие, как это, там на русском языке тоже есть. Там есть и готовые настройки, что ты включаешь, и оно будет звучать примерно одинаково с любым файлом. Это тоже было важно для демонстрации, чтобы быстро ознакомить любого человека с этим всем. Здесь есть подробно со всеми инструкциями. Эта штука еще MIDI может генерировать. Это надо там отдельно показывать. Но можно управлять каким-нибудь еще внешним синтезатором, подавая MIDI-сообщения. То есть не только как бы частоты генерировать, но и управлять чем-то. Вот. Так, не знаю. В общем, у меня на этом все. Спасибо. Если есть вопросы, да. Спасибо. Все. Давайте пить пиво. По-разному браузеры. Если закончилось введение, По-разному браузеры. Firefox уже. Да. Я еще не сказал такую интересную штуку. Это хорошо напомнил. По поводу браузеров, это все в браузере запускается, мы зависим от браузера. И, значит, есть компания Google, может быть, вы про такую слышали. Она придумала браузер Chrome. Но на самом деле у Chrome есть open source аналог. На самом деле Chrome очень хитро поступили, взяв, в общем-то, открытую разработку и просто поверх нее, обложив ее всякими там трекерами, что-то там делаешь, своим поисковиком и так далее. И я пришел к тому, что я использую браузер. Я его не смогу вам сейчас показать. Что-то. Вот он. Он выглядит как Chrome, он называется Ungoogled Chromium.
То есть есть браузер Chromium, он свободный. Там нет поисковика, там вообще ничего нет, он только тупо сайт открывает. А есть, ну даже в нем каким-то образом корпорация Google смогла инжектировать, внедрить какие-то свои управляющие, передающие, пилингующие компании, кто-то такой, что ты делаешь, вещи. Вот. И есть специальный форк Ungoogled, где разработчики удаляют все присутствие корпорации. И это такой браузер, он ест намного меньше оперативной памяти, чуть-чуть меньше процессора, но для музыкальных нужд это сильно лучше, чем использовать Chrome. Потому что Chrome, он очень-очень много ест. Это очень большая, сложная программа, а вот Ungoogled Chromium, она намного стабильнее и лучше. Вот. Поэтому я использую ее. Вот. Но Firefox не рекомендую, он хуже справляется. Там больше каких-то хрипов. Ну, может быть, можно сказать, что просто звучит иначе, но в целом вот Chromium подобные, то есть, по сути, все. Opera, этот сам. В Safari еще пробовал. Safari тоже неплохо. Safari нормально. Вот. Но, по сути, вот все, кроме Firefox, можно рекомендовать для использования. Кто-нибудь, кроме тебя, тебе известно, что-нибудь исполнял? Не, я это пытался расшаривать на Reddit, еще где-то это увидели. Кто-то что-то пытался делать, но со мной особо никто не списывался. Где-то я видел в комментариях, кто-то что-то присылал. Пытались, Это вот. как довольно универсальный, в принципе. Ну, по идее, да, но это надо, вот у меня же, это, по сути, было первое какое-то выступление вживую, и, то есть, это была проверка каких-то идей, мыслей, я не был уверен вообще, что-то получится из этого или нет. Когда ты это сделал? Ой, доделал, вот это как ремонт, я не знаю, типа, можно делать, как можно сказать, что я Начал когда? 3 Ну, года. полгода назад, по-моему, уже все это было. Ну, тут есть вот история коммитов, так называемых. Там можно посмотреть, я сейчас вам скажу, сколько прошло времени с того, как я оказался здесь с вами. Это было давно, скорее всего. Вот, первый коммит 16 августа 2023 года. Сейчас 25, 2 года. 16 августа, сегодня 31, 2 года. 2 года. Вот. Такие дела. Вот, все. Все, теперь. Блин, это было наше. Ну, в смысле, браузер. И ты, возможно, даже придешь и даже потратишь полчаса. Да, конечно.